В этом обзоре рассмотрим цифровой микроскоп с пультом дистанционного управления Leeuwenhoek DTX RC4. Микроскоп поставляется в красочной подарочной картонной коробке. Внутри коробки прибор надежно защищен от повреждений при транспортировке плотной, но вместе с тем мягкой формой из полистирола. Микроскоп поставляется в частично разобранном виде. Комплект поставки включает в себя сам микроскоп, пульт дистанционного управления, HDMI кабель для подключения к телевизору или монитору, адаптер питания, кабель для подключения микроскопа к адаптеру, предметный столик, штатив и две подпружиненные металлические лапки, винтики и шестигранный ключ. Сам микроскоп выполнен в виде моноблока и вместе с дисплеем заключен в пластиковом корпусе. Остальные же детали конструкции, такие как предметный столик и штатив, выполнены из металла. Сборка микроскопа весьма проста. Достаточно при помощи двух винтиков прикрутить штатив к предметному столику, закрепить сам микроскоп в кольцевом держателе, подключить источник питания, и микроскоп готов к работе. Прибор оснащен цифровой камерой с разрешением 4 мегапикселя и большим 7-дюймовым LCD-дисплеем с изменяемым наклоном. Дисплей закреплен на трубке микроскопа, в передней части которой располагается объектив, выполненный из оптического стекла. Над объективом расположен большой барабан, вращением которого настраивается резкость изображения. На лицевой панели дисплея расположены кнопки управления. Сверху расположен разъем microUSB, который служит для подключения адаптера питания, слот для карты памяти формата microSD и гнездо для подключения кабеля HDMI. Кроме кнопок на панели дисплея, управление и настройка микроскопа может выполняться при помощи дистанционного пульта. Особенно удобно пользоваться пультом во время съемки фото или видео, поскольку пульт позволяет выполнять все манипуляции, не прикасаясь к микроскопу. Таким образом, исключаются смазы изображения от нажатия кнопок. Отметим наличие дополнительного малого пульта, расположенного на шнуре адаптера питания. На нем есть три кнопки: кнопка включения и выключения микроскопа и две кнопки для регулировки яркости освещения. Этот пульт весьма удобен, он всегда под рукой. Предметный столик изготовлен из металла, покрашен черной порошковой краской. В отличие от других моделей, столик не имеет встроенного модуля освещения, зато такой столик позволяет применять микроскоп для пайки. На нем смело можно располагать плату и не бояться повредить столик разогретым паяльником. На предметном столике закреплены два светодиодных осветителя на гибких держателях типа гусиная шея. На тыльной стороне столика расположено гнездо для подачи питания на осветители. На наш взгляд, гнездо питания осветителей следовало бы расположить сбоку, тогда штатив можно было бы развернуть в обратную сторону и не ограничивать работу с микроскопом лишь на его предметном столике. Включается микроскоп сразу при подаче питания. В дальнейшем включить-выключить прибор можно удержанием в течение пары секунд соответствующей кнопки на передней панели или с дополнительного пульта на шнуре питания. Однако, если полностью убрать питание, то при следующей его подаче микроскоп снова включится без нажатия кнопки. Кроме того, при длительном отключении микроскопа от электросети все настройки сбрасываются, и их приходится выполнять снова. Диапазон оптического увеличения микроскопа от 5 до 40 крат. Увеличение выбирается путем изменения расстояния между объективом и исследуемым образцом. Для этого на штативе микроскопа предусмотрены специальные рукоятки. В режиме видео работает еще и цифровой трехкратный зум. Цифровой зум изменяется при помощи кнопок на пульте или кнопок со стрелочками на передней панели дисплея. Кроме фото- и видеосъемки, микроскоп позволяет вести интервальную фотосъемку. Микроскоп имеет встроенный микрофон, благодаря чему вы можете сопровождать необходимыми комментариями ваши видеонаблюдения.
Давайте теперь посмотрим на микроскоп в действии. Так выглядят семена клена. Обратите внимание на яркие и насыщенные цвета изображения. Интересно выглядит серединка цветка обыкновенной сирени, пушинка одуванчика, стебель одуванчика, вид снаружи, а так выглядит тот же стебель внутри. Головка одуванчика без пушинок. Поразглядываем цветок обыкновенного каштана. Полюбуемся многообразием его красок. А так выглядит лист обыкновенного зеленого чая. Птичье перо, а именно перо волнистого попугая. И, конечно же, кристаллы сахара. Они же при большем увеличении. По следующему снимку видно, как уменьшилась глубина резкости на большом увеличении. Задний план, передний план. Итак, мы только что убедились. Микроскоп Leeuwenhoek DTX-RC4 строит качественную и насыщенную картинку. Обладает довольно хорошими возможностями в плане разнообразия объектов наблюдения. Металлический предметный столик и удобные на гибких стойках элементы освещения позволяют применять эту модель микроскопа для выполнения различных работ. Несмотря на наши замечания, этот прибор отлично подойдет в качестве интересной, развивающей игрушки для любопытного ребенка. А также его можно рекомендовать и для взрослого, занимающегося различным мелким рукоделием.